Всем привет! Это первый урок и первый пазл в изучении французского языка. Он будет полезен как для тех, кто только знакомится с французским языком, но также и для тех, кто уже изучает его или изучал и хочет немного освежить память. Вы, наверное, думали, что в французском языке существует только один алфавит, но на самом деле французы разделяют два алфавита. Первый алфавит – это l'alphabet fondamental français, французский основной алфавит, который насчитывает 26 букв. Это А, Б, С, Д, Э, Ф, Ж, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Хочу заострить ваше внимание на том, что буква Е всегда произносится как Э. Буква H немая и никогда не будет читаться. Буква L всегда мягкая и никогда не произносится как Л. Буква Ü никогда не читается как У, но как Ü, и если же пишется отдельно. В этом алфавите насчитывается 6 гласных или же си воэль. Это А, Э, И, О, Ü, Y. Остальные 20 букв это согласные или же 20 consonnes. Второй алфавит – это l'alphabet propre. Некоторые из этих букв были взяты из разных языков, но это не сколько алфавит, а сколько буквы с диакритикой, то есть буквы, которые пишутся иначе, с дополнительными знаками. В заключение всего вышесказанного можно добавить, что этот алфавит служит больше для обогащения языка, так как в лингвистике есть такое понятие, как омонимия, когда слова пишутся одинаково и произносятся одинаково, но на самом деле имеют разное понятие. К примеру, мы можем сказать «сушка» от глагола «сушить», или же, может, мы имеем в виду маленькую баранку. Мы можем заставить кого-либо что-либо сделать, или же заставлять что-либо чем-то. Так как во французском языке ударение всегда падает на последний произносимый слог, французы могут использовать только диакритические знаки. Мы можем написать «ля», и «ля» это будет либо обозначать артикль женского рода или же «там», но вне зависимости от контекста, чтобы определить точное понятие каждого слова, мы добавим синь диакритики. К примеру, «la femme» без диакритического знака – это женщина, и мы видим, что это артикль женского рода. Но если мы добавим «ля», это будет обозначать «там». L'alphabet propre насчитывает одну согласную и 15 гласных. Каждая буква не только отличается от написания обычной буквы основного алфавита, но также имеет еще и свое собственное название, а порой и собственное произношение. Начнем с первой. А accent grave. Пример его употребления вы увидите чуть ниже. À la gare, на вокзале. À l'école, в школе. А accent circonflexe. Ton âge, твой возраст. Une tâche, задача или цель. А entrelacé, или же dans le A, maestro. По правилам чтения французского языка, если две гласных буквы из основного алфавита пишутся слитно, то вместе они будут давать объединенный звук. Чтобы избежать этого, используется l'alphabet propre. В таком случае каждая буква будет давать свой собственный звук. C'est dit, ça va, как дела? Il est déçu, он разочарован. Accent aigu, le blé, пшеница, développer, развивать. Accent grave, la fièvre, жар, l'algèbre, алгебра. Accent circonflexe, une forêt, лес, мâle, мужественный, или самец для животных. Tréma, Израиль, Израиль, Noël, Рождество. И accent circonflexe, s'il te plaît, пожалуйста, при просьбе, когда на «ты».
s'il vous plaît, пожалуйста, при просьбе, когда на «вы». И tréma, la laïcité, лояльность. Une héroïne, героиня романа или героин, очень ядовитое вещество. H не произносится. O accent circonflexe, l'hôpital, госпиталь. Акцент circonflexe выдает старое расположение буквы S, госпиталь. H не произносится. Le chômage, безработица. O, E, entrelacé, или же E dans le O, coexistence, совместное существование. Une manœuvre, маневр. U, accent grave, употребляется только в одном единственном слове. У, с. Диакритическим знаком обозначает где, у без диакритического знака обозначает или. U, accent circonflexe, j'ai dû le faire, я должен был это сделать. Jeûne и prière, пост и молитва. Sur, без диакритического знака обозначает над. Sur, с диакритическим знаком означает уверен или быть уверенным. U, tréma, Эммаюс, интернациональная ассоциация. Le Capharnaüm, хаотическое нагромождение вещей, бардак. К примеру, ce grenier est un véritable Capharnaüm. Этот чердак – настоящий бардак. Следующая буква использовалась в основном в старофранцузском языке для замены буквы «и». Мы могли написать раньше «руин» с «y» или «руин» с «и». В любом случае это обозначало «королева». Также эта буква используется в именах и фамилиях. Caroline Dufayis, мать поэта Бодлера. В итоге мы насчитываем 42 буквы, где 21 буква – это согласные, и 21 буква – это гласные. Даже так французский алфавит не может считаться самым большим, так как это место принадлежит королевству Камбоджа с его алфавитом кхмерского языка, который насчитывает 74 буквы. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться и делитесь видео. А следующее видео будет об основных правилах чтения французского языка с нуля.